Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на ноябрь 2023 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, что мы проведем с вами приятное время и какие-то подсказки, может быть, ваша интуиция вместе с метафорическими образами карт вам даст. Или какую-то ситуацию поможет просчитать на месяц, может быть, на пару шагов вперед, предугадать какие-то события. По крайней мере, я надеюсь, что вам видео будет чем-то полезным, мои дорогие овны. Итак, давайте, я уже подготовила колоду. У нас основная колода будет золоченого таро. А дальше я достану из колоды 78 дверей поясняющие карты. Первый вопрос. Важное событие или чему вам придется уделять, может быть, больше внимания в течение месяца? Неожиданное событие. Что может быть внезапности какие-то? То, чего мы не ждем. Что в ноябре для вас завершится, мои дорогие овны? Или вы сами завершите, или какая-то история, может быть, подойдет к концу. А что нового войдет в вашу жизнь, какие двери будут перед вами открыты? Что я смогу осуществить? То есть вот точкой, вот с такой уверенностью, что действительно я могу, может быть, начать или сразу получить результат, итог. А может быть, в принципе, это то, чем вы уже занимались. И мы достанем 3 карты по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Денежную энергетику посмотрим на ноябрь месяц и узнаем, что у нас в личной жизни. Давайте будем смотреть. Итак, первая карта. Что важно знать, мои дорогие? Вот такая карта, девятка жезлов. Месяц, это знаете, когда, если мы говорим, что будет важным событием или что важно знать, не форсировать в этот месяц какие-то дела. Больше, наверное, подведения итогов. Вы будете просто-напросто, может быть, ситуации предыдущих месяцев, недель вас подвели к выводу о том, что мне нужна своего рода перезагрузка. Я хочу сейчас пронаблюдать, как проявится человек, может быть, как разовьется сама по себе ситуация. Я не хочу ничего форсировать, потому что то, что я предполагала или предполагала, пошло как-то не так. Или мои усилия, которые были приложены, они ни к чему не привели. Это была моя какая-то, или мое видение, точнее, той ситуации, проблемы, обстановки, отношений, может быть. Но по факту были какие-то перемены. И здесь вы понимаете, что от моего желания многое не зависит. Я людей не изменю. Есть объективные причины, может быть, для каких-то обстоятельств. И здесь только 2 направления, когда мы включаемся в дело, в работу. Первое – это когда для нас есть четкие перспективы, и мы ничего-то не должны упустить. Больше с собой как будто занимаемся то, что для нас в пользу добра, света и какой-то прибыли. И второй момент, когда нам что-то угрожает. Или когда есть ситуация, когда мы не можем отдать ее на волю случая. Но больше по этой карте где-то самооборона. Но не та самооборона, когда мы нападаем, чтобы оборонять. Нет, полшага назад, и мы наблюдаем. И еще один момент, что важно знать. Нас что-то не должно застать врасплох. Поэтому не торопитесь. Неожиданные события, какие-то приятные события в вашей личной жизни. У кого-то просто-напросто не захочется что-то форсировать, а захочется сохранить. И это праздник после победы. Правда, тут и по личной жизни какие-то приятные моменты могут произойти. У кого-то признание в любви, у кого-то, если была дружба, решение о том, что наши отношения переходят на новую стадию, вполне вероятно, и вы надумаете уже жить вместе. Для кого-то это праздник после победы по бизнесу, что-то у вас удается. И правда, по девятке жезлов мы должны сохранять теперь свои позиции и что-то, не тормошив себя, форсировать. В неожиданностях какие-то приятности. Праздник после победы, если мы говорим, то тут и сам по себе праздник, и значит, как минимум одно какое-то дело, вы точно в нем разберетесь, решите, и оно у вас словно встанет уже, как будто все на своих местах. Если мы говорим, что завершится,
какой-то проект, который вы могли начать уже давно, или для кого-то из вас это как помощь детям была, может быть, какая-то ситуация, может быть, связанная с ребенком, которая была по документам непонятна, или по обучению, может быть, непонятно, такое тоже у кого-то может быть, где он учится, и, может быть, ваш ребенок, даже большой, не мог с чем-то определиться, или какая-то другая ситуация, может быть, в жизни именно ваших детей и иногда и подросших детей, может свидетельствовать о том, что теперь действительно есть какая-то стабильность, теперь наконец-то мы уже точно знаем, куда мы идем. И само по себе, кстати, что завершится, это не совсем завершение. Нам говорят о том, что продолжение это все-таки будет. И причем это, знаете, то продолжение, которое уверенно надежное на длительные годы. Значит, если мы говорим, почему вот про обучение, или, может быть, вы искали работу, да, вот это был какой-то поиск, или вы пробовали себя в новом деле и не могли определиться, ну, в каком же я знаменателе или в какой же точке я нахожусь, буду я в дальнейшем продолжать эту работу или нет. То есть тут был сам по себе вопрос, или были какие-то тысячи неопределенностей, когда от нас потребовались и действия, и одновременно интеллект, что-то решить. И вот, видимо, вот этот вопрос, он у вас решается. Но сказать, что сам процесс закончится, ну, скорее всего, нет. Но больше определенности, причем на долгий период времени. По сути дела, это марафонский забег и карта стабильности на десятилетия. Вот что-то важное, видимо, очень правильно вы решили, может быть, помогли своим детям, или какое-то ваше, знаете, видение того или иного процесса, или какой-то ситуации в вашей жизни и правильная реакция позволяют вам заложить словно пространство для успеха на долгие годы. И вот какая-то неопределенность, скорее всего, она у вас уйдет. Давайте мы посмотрим, а что же нового войдет в вашу жизнь. Ну, нам уже сказали, праздник после победы. Правда, праздник, радость, взаимодействие с людьми, взаимопонимание по этой карте. Может быть, у вас какое-то торжество само по себе будет. Но, знаете, я бы сказала, больше вдохновения, больше какой-то радости, простора словно. Может быть, больше новых планов, больше оптимизма, хотя вы и так оптимисты. Но здесь, значит, мы словно получаем то, к чему мы шли. Понимаете, мои дорогие овны? И это вторично для нас служит источником как возможностей, когда мы верим в собственные силы. Так и, может быть, вы решили или решаете какой-то вопрос в ноябре, очень важный у кого-то по поводу вашего продвижения. Или вы решаете вопрос с ребенком, мы говорим. Или в вашей личной жизни. И это придает как и стабильность, как и порядок, как и надежность. И в целом, вот, наверное, это понимание праздника и формирует. Давайте мы узнаем, а что же я смогу осуществить? Да все, что хотите. Прекрасная карта совершенства успеха или завершенного успеха. Как будто путь продолжается, правда. И по этой карте у нас хватает мужества все равно идти вперед. То есть, видимо, закрепление позиций в ноябре и построение новых планов на будущее с учетом изменившихся обстоятельств, событий, которые неизбежно будут меняться. Может быть, в течение октября, в конце октября или где-то в процессе ноября. У вас словно все становится на свои места. Но чаще овны это непоседы, и правда, здесь нам показан путь, когда человек отплыл словно с прежнего берега, повернулся спиной к прошлому и движется вперед. По этой карте могут быть как смена работы, по этой карте, что я смогу осуществить, какой-то переезд, какую-то важную поездку. По этой карте мы можем поменять сферу деятельности, предположим, прекрасно по шестерке мечей проигрывается либо сфера IT, если вы даже надумали, допустим, менять недавно сферу деятельности. И оно действительно так. Это единственная сфера, где нужно скиллы наработать, но тебе не нужно 5 лет сидеть в университете, а ты можешь это сделать путем прохождения курсов первого начального этапа, профессионального, какой-то стажировки, и дальше уже, пожалуйста, какая-то вакансия перед тобой. Даже что-то как будто мы начинаем, если в ноябре. Если вы придете к выводу, что да, я вот буду менять либо
работу, профессию, вы знаете, это увенчается успехом. У вас именно и хорошо будет проигрываться те дела, вопросы или те сферы жизни, которые рассчитаны как раз на долгий период времени, не на сиюминутный какой-то вау-успех, который сегодня пришел, а завтра растворился. А здесь именно планомерная наша работа, какая-то деятельность, обучение, изучение, познание новых дисциплин, видение мира как-то по-новому. Вот у вас это со знаком плюс, потому что и рыцарь Пентаклей, и шестерка мечей как будто полный вперед. У кого-то проиграется работа, связанная, допустим, с командировками, тоже вы можете задумать. И у нас тогда это осуществится. Если конкретную какую-то, все зависит от профессии, может быть, вы хотели организацию, вот там именно работать, у вас получится. По этой карте у нас получится уйти, допустим, из офиса на удаленную работу. По этой карте торговля хорошо пойдет. И даже, кстати, через интернет. Все, что связано с интернет, это со знаком плюс. Где-то ваша популярность, мои дорогие. И если вы имеете профессию, которой вы профи, вы ничего не собираетесь менять, карта может подсказывать, что о себе как будто хорошо заявить. Может быть, через интернет, опять же, о том, что вы эксперт в каком-то деле или вы профессионал. Тогда нас ждет успех. Короче, какие-то действия у нас продолжаются, и мы видим, для чего мы это делаем. И как будто видим уже результат. Когда мы с большим оптимизмом смотрим вперед. Ладно, давайте мы узнаем, что же у нас дела, работы, бизнес. Будьте справедливы к себе, будьте честны сами с собой. Почему? Потому что по этой карте очень важно не надевать розовых очков и держать, это второй момент, эмоциональный баланс. Мы не должны с чем-то поспешить. И реванш вот по всем абсолютно картам. Эмоциональный реванш, когда мы кому-то что-то доказываем. Здесь нам явно не поможет. Если у кого-то есть, правда, в суде споры, значит, тут тоже больше работа где-то интеллекта, в сообразности с законом, да, соблюдение правил, норм, каких-то регулировок, положений, приказов, может быть, по работе, если мы даже говорим, мы не нарушаем сам по себе закон. И когда мы себе говорим правду, стоит ли мне продолжать, например, эти отношения, стоит ли мне продолжать эту работу, причем смогу ли я найти работу другую, смогу ли я как-то реализоваться в конкретном деле. Тут не должно быть розовых очков. Как раз реванш или импульс часто нас подталкивают, ну, знаете, словно убыстрить какие-то события. А скорость у вас, она не предусмотрена в ноябре. Здесь больше анализ, интуиция, интеллект. Ну вот где-то это ваши друзья. Давайте мы посмотрим. То есть как будто мы получим то по этой карте, что мы заработали, заслужили, или сообразно уже приложенным усилиям. Вот давайте я в колоде 78 дверей, мы достанем первую карту и посмотрим, что по основному месту работы, например, да, как в целом раскроем эту ситуацию для вас, мои дорогие овны, как видят карты, карта отшельник. Вот то, что я сказала по отшельнику, посмотрите, это тот человек, который, это где-то дервиш, безусловно, который в первую очередь не думает сразу о каком-то материальном куше. Нет, он даже как будто отказывается от каких-то соблазнов, потому что он должен какую-то свою важную цель, вопрос решить. И он идет один. Поэтому ваша личность будет в центре внимания, ваши желания, не какие-то условности как будто, а то, что вы хотите осуществить. Быть честным с самим собой. Помех явных не будет. Мы сами себе их не должны как будто создать. Может быть, что-то и не форсировать. Может быть, и принять какое-то Соломоново решение. Вам придется тоже. Давайте мы посмотрим, что у нас как бы на новые способы дохода или заработка. Может быть, новая работа. Что нам подскажут карты? Вы знаете, здесь как раз может быть новая работа, или я бы сказала так, для тех, кто ищет работу, тоже. Здесь двойка пентаклей проиграется как легкость на подъем. Когда мы, если вы настроены на какой-то союз, согласие, на дипломатию, когда вы больше настроены на взаимодействие, тогда у вас получится найти работу. Здесь именно какая-то дуальность проходит, все-таки двойка пентаклей. И карта говорит, если ты не рассчитываешь сразу получить большое количество денег,
Или ты не рассчитываешь сразу получить какое-то признание абсолютно. Если у тебя не будет, ну, где-то честолюбивых планов, если ты будешь гибким, если ты будешь согласен на какие-то условия, которые тебе предлагают, то да, ты эту работу найдешь. Если мы говорим на новые способы заработка, то тогда ваше взаимодействие с людьми, опять же, легкость на подъем, умение рассмотреть новые варианты сотрудничества или новые обстоятельства дела. Может быть, вы начали развивать свое ремесло, хобби, творчество, неважно, что это. Вы уже себя попробовали или пытаетесь, намереваетесь, может быть, в ноябре. Тогда от взаимодействия с людьми, от того, как вы сумеете где-то лояльно открытому быть миру, но при этом самому себе не создавать проблем, понимаете? То есть транслируем мы все-таки какое-то дружелюбие, какую-то дуальность, парность, но при этом не рассчитываем на то, что завтра мы получим какой-то эффект, и по этой карте ничто так не постоянно, как перемены, поэтому нам говорят, там что-то будет еще меняться. Но на сегодняшний день уже есть как будто прогресс. Как раз возможности, мои дорогие, у вас и будут. Давайте мы посмотрим, что же у нас с финансами. Финансовая энергия как раз у нас, знаете, иногда трактуют как карта шанса, удачи. Все-таки у нас туз пентаклей в этой колоде. Прекрасный такой олень, у него на рогах огромный пентакль. Это, знаете, как обстоятельства, словно колесо фортуны, да, вот по пентаклю, играют в нашу пользу. Вот чего-то мы не должны упустить, это правда. И в чем-то себе не должны навредить, это тоже правда, с учетом девятки жезлов. Деньги как будто будут. Вот давайте мы с вами тоже немножко раскроем эту ситуацию. И мы спросим, основной доход или то, как приходят к вам деньги, то, на что вы рассчитываете. Основное, опять же, привычное. Ну вот видите, больше мы как будто, или вы, мои дорогие овны, закрываемся, видите, на сохранение самого себя, на сохранение собственных позиций. И, ну, может быть, новую стратегию, тактику вы все равно будете продумывать. Здесь самое главное сохранить, правда, вот нам и говорят про это. Но по девятке мечей мы долго не можем находиться, словно в клетке, да, какой-то. Дверь как будто открыта, дверца, точнее, этой клетки, ничего не мешает человеку выйти, но он наблюдает пока. И эта карта очень хорошо говорит, как будто в тандеме с теми картами, которые у нас выпали в самом начале. Видимо, не время что-то форсировать. Видимо, по основному доходу мы знаем точно, что мы получим. И это своего рода база. Но продумывать что-то наперед мы определенно должны. Но давайте мы достанем еще карту на дополнительные источники заработка или новый доход. Вот что по деньгам. У кого что-то меняется, или вы сами какую-то реструктуризацию провели. И по жезлов тут новые предложения, новые возможности. И по двойке пентаклей, которые дела, работа, бизнес у нас выпало. Тут как раз нам про взаимодействие. И от вашего взаимодействия будет зависеть ваш доход. По пажу жезлов это огненная энергия, когда мы рассматриваем абсолютно все нюансы. Через стереотипы, как будто нам нужно перешагнуть. Одна карта дополняет другую. И тогда мы, может быть, согласимся на какой-то проект. Или изменим что-то в связи с тем, что мы проанализировали, увидели собственные ошибки и готовы, опять же, где-то опробировать какие-то новые варианты, может быть, вашего бизнеса или вашего хобби. Здесь нет статики, здесь есть какое-то развитие. Но сказать, что по финансам это будет какой-то большой куш, я не могу. Хотя какой-то подарок как будто предусмотрен. И, видимо, мои дорогие овны, раз нам выпадают туз пентаклей, деньги как будто будут, нам говорят. Но эти деньги, посмотрите, мы никуда не вкладываем. Здесь больше нам на сохранение. Как отшельник, пусть это даже по основному доходу или по основному способу заработка, здесь больше мы сами на своей волне. А здесь у нас впереди будут перемены, нам говорят. Поэтому мы словно не можем сказать, что эта ситуация по деньгам в ноябре, она с точкой пробудет какое-то еще длительное время. Что-то будет меняться, мои дорогие, вот это надо учитывать. Но деньги как будто будут. Ну вот правильно распределить. Давайте мы посмотрим, что в личной жизни. Здесь мы готовы как и учиться. Здесь это не обязательно про любовь, хотя про любовь нам уже сказали
Для тех, кто в паре, тут будет какое-то радостное событие, а для тех, кто один или одна, ну кто знает. Вот, кстати, с этой карты пошли на курсы учиться или... Может быть, не обязательно это курсы мы чему-то учимся, ведь это карта продвижения, это карта прогресса сама по себе. Что-то вы делаете, решаете вопросы, ходите по инстанциям или работаете просто. Может состояться знакомство случайно. Все-таки у вас две карты праздника. Так вот, где-то тройка пентаклей добавляет нам карту шестерка мечей, если мы сказали, это успех. Но это тот успех, который не в ноябре придет. Это на последующую как раз перспективу. Все приложенные знания и усилия мы потом переведем в финансовый эквивалент. Кто-то может сдавать экзамен. И этот экзамен для кого-то может быть как экзамен жизни. Вот девятка жезлов. Как будто я останавливаюсь. Вот мы сказали слово перезагрузка. И здесь вы можете скорректировать свою стратегию, тактику, планы в связи с новыми обстоятельствами или сложившейся обстановкой. Но вы это сделаете настолько грамотно, мои дорогие овны, опять же, если не будете торопиться, будете, с одной стороны, как открыты новым возможностям и желание само по себе видеть эти возможности. Они ведь к нам приходят по-разному. Иногда совершенно не тем путем, как мы предполагали, но где-то через общение вы как раз их и получите. Ну а что касается отношений, здесь больше, ну, как какая-то стабильность, я бы сказала и так. Давайте мы достанем карту совет, мои дорогие овны. И что вот как нам карты посоветуют на ноябрь месяц? Чему уделить, может быть, внимание? Прекрасная карта зов, 20-й старший аркан. Тут, знаете, по этой карте, это как будто вам пространство, мои дорогие, помогает. Это карта истинного успеха. Это избавление от боли. Это завершение тех ситуаций, которые были со знаком минус. Это завершение какой-то неопределенности. Вот как будто вам нужно как стабилизировать обстановку. Да, нам сказали, подожди форсировать. Ты закрепи какой-то успех, закрепи то, что у тебя есть на сегодняшний момент, и иди вперед, оттолкнись от этого. И даже если в ноябре еще мы говорим, да, работа или деньги, тысячи каких-то моментов неопределенных, то успех как будто вам гарантирован. Давайте мы достанем еще, я бы хотела, на личную жизнь, я так планировала, по крайней мере, потому что меня смотрят самые разные люди. Давайте вот личную жизнь мы немножко раскроем для тех, кто один или одна. Каковы тенденции? Я не могу сказать, тем не менее, мои дорогие, что... Хотя карты предполагают, я это озвучила, но по Верховной Жрице здесь все-таки карта, с учетом тем более отшельника, когда для нас стоят наши перспективы, наша самодостаточность. Это больше закрытость, опять же. И очень... Это созвучно девятке жезлов, Верховная Жрица. Это карта сама по себе, как самодостаточности и, самое главное, независимости. Может быть, по Верховной Жрице еще, когда я анализирую прошлые отношения, и пока никуда не спешу. Ну, вот какие-то такие энергии. Давайте мы спросим для тех, кто в сложных отношениях. Я не вижу, увы, прогресса по семерке жезлов. Вот, да, человек показан с камнем. Не то он открывает этот вход в грот, не то закрывает. Ну, наверное, не настроены для тех, кто один или одна, вот, кстати, да, или для тех, кто в сложных отношениях. Может быть, это любовный треугольник, может быть, это какая-то ссора с любимым человеком. И я здесь все-таки больше наблюдаю, анализирую. Открою я эту дверь, условно, а в этой колоде карт именно дверь имеет значение, или все-таки я ее закрою. Для тех, кто в паре, посмотрим. Все прекрасно, мои дорогие. Тут как раз вот эта самая карта нам и попадает. Для тех, кто, может быть, есть у вас уже союз, или вы живете в паре, допустим, но не расписаны. Вот здесь с учетом аркана справедливости вы можете уже подумывать де юре оформить ваши отношения. Здесь как будто на улучшение, на праздник. И карта нам на темном фоне нарисована, да, что вокруг стужа, вьюга, холод какой-то. А у вас в вашем доме праздник, у вас доброе отношение, взаимопонимание царит и какая-то радость. Ну вот как-то так. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы и любимы всегда.